Привет, дорогие друзья! У микрофона Плумыч, и мы продолжаем проходить SteelRising. На этот раз выгружаемся сразу же в Тьюилри, для того, чтобы найти чертежи людей. И надеюсь, сегодня нам покажут, что же из себя представляет чистилище. Потому что, было бы интересно, так скажем, посмотреть. Так, ну куда-то вниз. Так, дядька, не надо. А тут дверь закрыта. Я понял. Просто у нас есть проход внизу. Ну как и говорили, то, что некие мародеры тут где-то в подземке дали, которые скоммунякали эти самые чертежи. Что здесь? Воу. Это какой-то новый, кстати, или нет? Не, это тоже змея. Это змея с тяжелым оружием. Я понял. И поэтому удары отображаются таким красненьким. Заблокировано. Ну то есть тут цельная локация будет, походу. Чего? Больно, как больно. Успокойся, Клод, и радуйся, что вообще уцелел. Я все еще не в лучшей форме. И что, думаешь, игра не стоила свеч? Этот проход — настоящая золотая жила. То, что мы здесь добыли, позволит нам еще долго жить припеваючи. Я так понимаю, мародеры там сидят. Один из них раненый, судя по всему. Второму вообще норм. Сейчас за вами мега-автоматон придет. Ты не один тут. Правильно. Много. И какие мы лови. Вы ледяные. Твою налево. Стрелки сраные, блин. Всем гореть. Куда ты стреляешь? Не сгорел. Не надо перегрева. Тихо. Да ты сгори уже тоже. Все, молодец. Опа, так просто перебьем. Так, окей. Слева направо. Показывает налево, значит сначала направо. Направо ничего не. Нет, все. Мега-тайники. Ой. Да не. Да не-не-не. А как выбраться? Вы там сами развлекаетесь между собой, у вас там хорошая компания, я смотрю. А мне оно что? Мне оно не надо. Я вот так просто вот это открою. Повыше пойду. Мародеры из обсерватории. Бедняги, у них не было и шанса. А что, у вас уже все? Вас уже запинали. Тут, я слышал, тут еще с будкой что-то. Ох, ребят. Давай всем гореть. Тоже.
Что ты мне сделаешь, у меня стамина бесконечная? Жетон кареты, ну понятно. Чертежи. Чертежи людей. Если они в идеальном состоянии, месье Бай будет в восторге. Так, ну и, наверное... Выйти. Ну, наверное, сразу же просто перенесемся на нашу базу. И вот мы вновь в ансамбле. Что же теперь нам поведает месье Бай? Как они решат эту проблемку? Monsieur Bailly, here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child. Как они все придумали, обдумали. То есть по итогу у нас механизм, который запускал ранее гиду для танцев, теперь служит временным отключателем. Ну что же, поехали смотреть, куда нас, как нам покажут, не покажут. Мир чистилища. Отправиться в междумир. Ну, поехали. Ну что ж, мы появились в Сите. Наша цель ясна как никак. Насколько помню, это локация вот этих суицидных автоматонов, которые чуть что так сразу же просто взрываются. Они любят в спину с базуки пострелять, а что тут?
Закрыто. О. Ой-ой. Зачем так выскакивать в спину? Проскочим чуть-чуть. А как туда? Может, как-то через вверх? Да твою мать, ты что по ногам-то стреляешь? Завязывай. Я же пытаюсь найти, как мне пройти. Просто такое ощущение, что никак. Я сейчас опять буду бегать тут полчаса, да, выискивая один сраный механизм какой-нибудь. Но сраное место, где может зацепиться, не. Скорее всего, вот так надо. Возила. Да все завязывайте, точность прокачивай. Вроде здесь более... Выглядит, как будто мне сюда. Или нет? А чё, в чем смысл? Я, по-моему, сюда же выпрыгнул. Да. Тут я не долечу. Здесь я тоже толком не выиграл. Как туда попасть? Эти непонятные проходы, блин, спрятанные. А, ну здесь есть проходик. Вроде бы как даже, наверное, это что? Невидимые стенки, все как я люблю. Так, а вот и кладбище, на котором я уже был. Так, автоматончики за мной не ходить. Что у нас тут? Одну дверку, которая ранее не открывалась. Тихо. Просто весь урон жопой втанковал. Да, хватит вас много тут бегает. Сейчас вижу блестяшку. Оу. Да, запили его к черту. Бля, с бесконечной стаминой это вообще по кайфу. Что от этого может успеть? Этого не успею. Да хватит ты. Запинал. Всех перебил, блин. Так,
Да, по-моему, единственный ништяк я забрал. Еще одна висельница. Ну, кстати, с дубиночками вместо пистолета патрончики начинают копиться. А плюс. Расход уменьшился. Так. Да, значит, сначала вот этот тайничок заглянем. Скорее всего, срезка просто, чтобы вернуться обратно. Целую висталку поставили. Допустим. Еще есть сундучок. Очередные не очень доспехи. Кареты. Это что? Немножко отвлечений. Месье Ладрин, пожалуйста, заделайте дыру рядом с моей лавкой. Как мы договаривались. Мародеры снова воспользуются этим проходом, чтобы разграбить запасы в моем подвале. Это просто ужасно. Дело требует вашего немедленного вмешательства. Эмил Коттин. Торговец зерном с улицы. Бла-бла-бла-бла-бла, короче. Ваши великолепные улицы. Так я сейчас тоже как этой дырой в подвале воспользуюсь? Правильно, правильно. Затарюсь. Так, оружие там где-то был мега-пистолет. А пусть он будет. Есть тут еще жидкое. Вот, да, вот эти вот штуки мне прям понравились тоже. Крутая вещь. Можно в тяжелых ситуациях подрубать и просто с бесконечной выносливостью делать что угодно. Воу. Что это у нас тут? Типа какая-то преграда, которая не пускает автоматонов? Слушай, а так это же по логике выключиться должна была. Monsieur. Zounds! Praise be to the Holy Mother of our Lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony, all bound to the anchor stone. What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then those whose thoughts passed through me. A minister of God tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Monseigneur de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound
bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. The anchor stone, monsieur. Lapis philosophorum. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. A rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile, innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. Oh! The stone is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter mine stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! What a strange encounter. I must tell Abbe Grégoire about it immediately. Николя чуть-чуть тут уже съезжает кукухой, так как очень долго находится. Если честно, я чего-то большего ожидал, чем... Вот так вот просто зашли в комнатку с барьером. Ну, не знаю, можно было бы, например, отобразить то, что действительно эгида, допустим, отключается. Ну, там как-то... Так механизм остановился, встала, и из нее там какой-нибудь тоже такой дух вышел, допустим, зашел, там что-то поговорил хотя бы. Хотя бы такой уровень. Ладно. Душа освобожденного тела не изнывает от мирских нужд. Философский камень исполняет малейшие желания счастливому страннику небытия, ни к чему злата несчастных тщеславных принцев. Смерть более не тяготит и не отвлекает плотские существования, и потому великий камень-ловушка ценнейший из сокровищ. Николя, в общем, изобретатель философского камня, стал заложником философского камня. Его надо найти и разрушить. Коль скоро меня постигнет неудача, заклинаю вас, Амбруаз и Ролан. Храбрые ученые, запечатать мой кабинет навеки. Ни единой вещи не берите и не трогайте. Лишь возведите стену, дабы ничья нога не переступила тот порог. Предайте наши знания забвению, ибо оно опасно в неумелых руках. Молитесь всемилостивому Господу о прощении несчастного грешника, что навсегда упокоился. Ваш учитель, месье Николя Фламель. Совершенным считается несовершенное. От солнца, отца всех металлов, и от их матери луны родился магистрелиум. Лишь то, что вернулось к изначальной материи, возможно транспортировать. Сие есть сера и ртуть. Мудрец не пойдет дорогой слепца во мраке и сомнениях. Заумные, в общем. Книга свои заумные, в общем, заклинания такие. Так, в общем, дальше-то куда?
Дальше-то все. Вернуться в монастырь. Ну, поехали в монастырь. В общем-то, возвращаемся к нашим ребяткам. Действительно, намного большего ожидал от междуземья, вот этого междумирья. Кто-нибудь, чтобы побольше показали. Ладно, с кем-нибудь пообщаться. Так, стоп. По-моему, Абаджи нам говорил про Николя. Ошибка твоего Николя. The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicholas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I had been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Fare, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Goodbye, mon père. А, то есть чаша тут даже у тебя находится. Так это. Я шо хочу сказать. Не терять ни секунды. Он там 400 лет уже тусит. Ему уже, по-моему, на секунды насрать немножко. Он уже там кукухой едет. Сейчас так сломаю, все автоматоны нафиг вырубятся. Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Seigneur! Dieu nous garde! Oh, bless maid who has broken my chains! Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! Et cum haec dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. По-моему, сейчас все вот, кто в церкви этой находились, резко поверили вообще во все. Просто во все. Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation.
That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking. At a moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before prayer. Ну что же, со всеми побочками мы справились. Если не ошибаюсь, осталось лишь только спасти последнего челика в Исполине, который здесь у нас тусит. Где-то, ну, в общем, с Маратом поговорить. И, насколько помню, да, я не освободил там из гробика человечка, так что он последний остался. Но на сегодня буду заканчивать. Подходим уже к точке невозврата. Всем спасибо, что смотрите. Оставляйте свои крутые комменты. И всем удачи!